Наша цивилизация является техногенной и не может прожить без различных девайсов и технологий на нынешнем этапе. И одним из самых главных элементов в этой крайне сложной и многоэтапной системе является нефть. Нефть – это кровь современного мира, а двигатель внутреннего сгорания – его неукротимое сердце. Это черное золото является уникальным и невозобновляемым ископаемым, которое сформировалось из остатков органических отходов в результате колоссального давления и серьезных температурных воздействий. Способ добычи нефти на самом деле прост. Специалисты ищут место с возможными залежами и бурят скважину до нужного уровня. Нефть, находясь под давлением, самостоятельно выбирается наружу. Иногда для эффективности устанавливают дополнительные насосы или закачивают воду под землю, чтобы повысить выходящее давление и добиться максимальной эффективности. Сегодня человеческая раса – это глобальная цивилизация, которая сильно зависит от обильных запасов сырой нефти. В период с 1965 по 2015 год спрос на сырую нефть вырос примерно в 3 раза. Этот удивительный ресурс используется не только для двигателей внутреннего сгорания. Мы буквально во всем зависим от них. Продукты питания, материалы, одежда, компьютеры, мобильные телефоны, фармацевтические препараты и так далее. Все прямо или косвенно требует сырой нефти и других ископаемых видов топлива для частей их производства или транспортировки. Пока ученые не смогли синтезировать нефть в лабораториях, и очевидно, что это жидкое золото со временем станет иссякать. Впрочем, случится это не внезапно. Более того, технически говоря, на самом деле маловероятно, что у нас когда-нибудь закончится нефть. Но это не потому, что по всему миру закопано бесконечное количество черного вещества. Нефть и все другие ископаемые виды топлива по самой своей природе являются органическими ресурсами. Но по мере того, как более легкие резервуары нефти истощаются, другие более сложные резервуары становятся экономически жизнеспособными. Более глубокие и другие, более сложные с технической точки зрения месторождения обходятся дороже в эксплуатации. Но пока существует спрос на нефть, они того стоят. Согласно статистическому обзору British Petroleum, у нас должно хватить запасов примерно до 2070 года. Интересно, а каким может быть мир без нефти и как ее отсутствие повлияет на различные сферы жизни? Экономика. Да, первый удар придется по экономике стран, зависящих от добычи углеводородов. В первую очередь это страны ОПЕК и Ближнего Востока. Здесь десятки тысяч людей останутся без работы и серьезного заработка, что может спровоцировать социальные волнения и беспорядки. Это интересный мысленный эксперимент внезапно изобразить мир без нефти. В своем логическом заключении он включает в себя гораздо больше – полный и быстрый распад общества, ведущий к тотальному откату практически по всем фронтам. Как минимум, мир вернется в середину XIX века, когда человечество только начинало добывать углеводороды в серьезных количествах. Поскольку подавляющая часть производимой и импортируемой нефти используется для двигателей наших автомобилей, мотоциклов, грузовиков, поездов и самолетов, влияние на транспорт будет самым сокрушительным. Цены на заправках сразу же подскочат до невообразимых высот, хотя скоро они попросту исчезнут. Потому что стратегический резерв готовых нефтепродуктов, бензина, дизельного и авиационного топлива часто предлагался, но никогда не создавался, и подавляющее большинство стран не имеют такого резерва. В течение месяца все топливные баки будут сухими, а дороги, рельсы и небо станут практически пустыми. У нас, конечно, есть электропоезда, но железнодорожные перевозки зависят от автомобилей на каждом конце пути. Без нефти прекратилась бы авиация, судоходство и автоперевозки. В результате мировая торговля столкнется с серьезными трудностями. И снова представим себе этот далекий мир XIX века, где велосипед мог стать основным средством передвижения. Конечно, стоит помнить об электрокарах и других современных продуктах индустрии, типа сегвеев и электроскутеров.
Но проблема в том, что пластмасса и многие другие жизненно важные элементы конструкции также являются вторичными продуктами обработки нефти. Автомобильная промышленность является глобальной отраслью. Ископаемое топливо необходимо для транспортировки компонентов, используемых в транспортных средствах, к месту фактического производства. Поэтому даже в случае пропажи всей нефти земного шара электрокарам не удастся покорить мир. Конечно, в перспективе ситуация может измениться, но поначалу мы будем очень зависеть от расстояний, и наша жизнь кардинально поменяется. Как далеко до ближайшего продуктового магазина? Сколько времени нужно, чтобы ходить пешком до работы? Столкнувшись с нашей зависимостью от автомобилей, мы будем искать любые решения, которые сможем найти. Вскоре мы будем искать электромобили или стараться переоборудовать наши автомобили для работы на природном газе. Но нам нужно будет некоторое время подождать, чтобы обеспечить адекватные поставки природного газа, создать инфраструктуру доставки и переоборудовать машины. Еда. С едой все тоже будет сложнее. Отсутствие нефти указывает на то, что сельскохозяйственные тракторы и другое оборудование остановились. А рыбацкие лодки не могли выйти в море без топлива для своих дизельных двигателей. Что еще более серьезно, это то, что производство искусственных удобрений столкнется с трудностями, учитывая, что это зависит от водорода из природного газа, реагирующего с азотом. И опять же, транспортные компании и крупные сети не смогут доставлять нам те продукты, к которым мы привыкли. Позаботьте о бананах, свежих мандаринах и других экзотических фруктах. В мире без нефти вы перейдете на продукцию местных фермеров. Хотя, если никто не может привозить свежие овощи со всей страны, мы, возможно, склонны вернуться к основам и выращивать собственные продукты. Потребностью станут местные фермеры, а не просто люди, которые продают нам мед на базаре. Сельское хозяйство могло бы продолжаться в меньших масштабах, следуя старым методам, с сезонным местным ассортиментом продуктов питания. Тем не менее, убедитесь, что еда поступает свежей, потому что ее будет очень трудно хранить в холодильнике. Конечно же, рыбалка и охота может стать дополнительным выходом, но здесь еще одно «но». Леска тоже сделана из нефтепродуктов, поэтому ее не будет в наличии. Предметы быта. Одно из важнейших веществ, получаемых из нефти – пластмасса. Очевидно, что ее было бы невозможно производить в сегодняшних масштабах, если бы добыча нефти внезапно прекратилась. В нашей жизни проще назвать предмет, который так или иначе содержит пластмассу или другие нефтепродукты, чем наоборот. Полиэтилен, например, используется для изготовления упаковки, строительной и сельскохозяйственной пленки, термоусадочной пленки, бумажных и картонных покрытий, пакетов для переноски, мешков и шлангов. Кроме того, сюда входят трубы, бутылки, канистры, ведра, электроизоляция, предметы домашнего обихода и технические изделия, некоторые прогулочные лодки, пенопласт, игрушки и многое другое. Осмотрите комнату, в которой вы сидите, и подумайте, сколько там вещей из пластика. Ответ – почти все. Этот материал произвел революцию в нашей повседневной жизни. Отопление. Исчезновение нефти будет означать существенные потери для выработки электроэнергии. Одним из наиболее важных последствий внезапной остановки добычи нефти является то, что большинство людей попросту не сможет приготовить пищу обычным способом или банально отапливать свои дома. Многие отрасли промышленности зависят от нефти и газа, и конкуренция за то, что останется после прекращения добычи, будет жесткой. Конечно, во многих ТЭЦ используется уголь, но его доставка также осуществляется за счет транспорта, работающего благодаря нефти. И есть альтернативные и возобновляемые источники энергии типа ветряных турбин или солнечных батарей. Но их мощности на данном этапе недостаточно, чтобы обеспечить все потребности цивилизации. Социальный подтекст. Конечно, пока мы рассмотрели только физические особенности исчезновения нефти на планете. Но стоит понимать, что люди и социум кардинально трансформируются в течение кратчайших сроков, что влечет за собой тотальное изменение ситуации на всем земном шаре. Первые несколько месяцев будут самыми сложными и решающими в судьбе цивилизации. Конец нефти означает конец транспортировки, цепочки поставок, необходимой для функционирования современного общества. Грузовики, которые привозят все необходимое в города, остановятся.
а машины, которые ввозят рабочих на работу, станут совершенно бесполезными. Это немедленно остановило бы большинство предприятий и служб в развитом мире. Это включает армию и национальную гвардию. Современные вооруженные силы почти бесполезны без транспорта для перевозки войск, продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Электричество в большинстве мест закончилось бы в течение недели, потому что поезда, доставляющие уголь, работают на дизельном топливе. Потеря угольных электростанций приведет к нарушению баланса энергосистемы и вызову каскадных отключений. Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии были бы доступны в течение нескольких месяцев, если бы их участки сети были должным образом изолированы. Возможно, они даже продолжали бы работать в течение многих лет при надлежащей защите. Пока невозможность смазывать движущиеся части или заменять сломанные компоненты, да, масло, солидол и другие смазочные материалы делаются из нефти, в конечном итоге не привела бы к поломке. Поначалу люди в сельской местности будут в порядке, но города быстро станут непригодными для проживания и будут покинуты. Через пару недель вся еда в городах будет исчерпана, и люди будут сражаться насмерть за ресурсы, пытаясь покинуть каменные джунгли на велосипедах. Следующими падут близлежащие деревни, куда доберутся эти толпы беженцев. Когда запасы в пределах недели ходьбы истощаются, от голода умрет примерно половина населения. Случится это в течение нескольких месяцев. Еще треть умрет в течение года. Только люди, живущие вдали от цивилизации, будут в относительной безопасности. По иронии судьбы, беднейшие части развивающегося мира не пострадают, и для них ничего кардинально не поменяется. Следующим этапом развития социума станет формирование обновленного мира без нефти, где люди будут заново осваивать технологии электрических двигателей и других проектов, популярных при донефтяной эре. Конечно, такой процесс будет крайне сложным и бесполезным. Но в конце концов это случится. Через 50-100 лет население мира стабилизируется на уровне 1,5 миллиарда человек. Потеря нефти определенно приведет к концу света, который мы знаем. Это, вероятно, отбросит человеческую цивилизацию на 200-400 лет, прежде чем все будет восстановлено до сегодняшнего качества жизни с использованием альтернативных источников энергии. Выводы. Конечно, внезапное исчезновение нефти будет означать сокрушительный удар по цивилизации, который она может и не пережить. Хорошо, что такая ситуация невозможна в принципе, и нефть будет иссякать постепенно, а планета намекать нам на то, что необходимо обращать больше внимания на альтернативные источники энергии и искать выход из сложившейся ситуации. И этот выход обязательно будет найден. Уже сегодня есть образцы удивительных двигателей, работающих на водороде, а также многие другие чудеса света, которые попросту ждут своего часа. И даже без нефти, если она не закончится в одночасье, наш мир и человечество будет жить. Возможно, даже станет приятнее и прекраснее, а природа вокруг расцветет с новой силой. Ведь планета — это не только человек, а техногенная цивилизация не ответ на все вопросы. Симбиоз природы и человечества может стать ответом на многие важные вопросы и новой ступенью развития. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!